Здравствуйте, друзья! Нет, наверное, более приятного для любого атеиста занятия, чем выискивать противоречия в священных текстах, особенно в таких популярных, как Коран или Библия. А самым частым объектом критики, можно сказать, хитом, являются противоречия между двумя рассказами о сотворении мира, приведенными, соответственно, в 1 и 2 главах книги «Бытие». Наверное, только ленивый не находил противоречия между этими сказаниями. Уважаемые атеисты, вы же усматриваете тут противоречия? Если согласны, поставьте прямо сейчас лайк, чтобы ваше мнение было учтено. Ну, а если не согласны, поставьте дизлайк. Хотя не согласиться здесь трудно. Это действительно одно из самых упоминаемых противоречий. Якобы противоречие, давайте уточним. Потому что в этом ролике мы с вами убедимся, во всяком случае я на это надеюсь, что эти два фрагмента не только не противоречат, но и дополняют друг друга. О чем речь? В чем, собственно, противоречие? Библия начинается с противоречия, пишет один из зрителей в комментарии, которые многие не видят, читая невнимательно. Там описаны два разных мифа о сотворении. Согласно 1 главе книги «Бытие», Бог сначала создал растения, затем животных и затем людей. А согласно 2 главе, сначала Бог сотворил мужчину, после этого растений и животных, и только потом женщину. Понятно, отмечает комментатор, что были два разных мифа о сотворении мира, и авторы Библии даже не удосужились выбрать один из мифов, а запихнули в Библию обе исключающие друг друга басни. Недотёпы какие-то писали Библию, да, запихнули туда две взаимоисключающие версии. Да и остальной народ тупой. 3000 лет все это читали и ничего подозрительного не видели. А надо-то было, оказывается, читать внимательно. Вот автор комментария внимательно прочитал и сразу заметил противоречие. Открытие наш зритель сделал, причем не он один. Как тут не порадоваться? Это же заявка на Нобелевку. Однако давайте не будем пока Нобелевский комитет беспокоить. Сначала заглянем вот в эту книжицу под названием «Библия для верующих и неверующих». Эта книжка написана одним из отцов советского атеизма, товарищем Емельяном Ярославским. Как он себя называл. Так-то он не Ярославский, да и не Емельян. Фамилия его была Губельман, а звали его Миней. Миней Израилевич Губельман. Мы про него уже рассказывали в одном из роликов. Этот товарищ был инициатором Союза воинствующих безбожников СССР и, естественно, назначил сам себя председателем этого союза. На этой должности он много пакостей натворил. Например, почти на 2 десятилетия лишил советских детей новогодней елки и вообще новогодних праздников. Так бы мы с вами и утратили эту традицию, если бы не вмешался лично товарищ Сталин и не вернул нам новогоднюю елку. А потом Виссарионович и всю эту воинствующую губельмановскую богадельню разогнал. А главным подвигом Емельяна было написание вот этой методички для атеистов, из которой они до сих пор черпают свои аргументы, выдавая их за свои. Кстати, идею этой книжки и ее название товарищ Ярославский и сам позаимствовал у своего кумира Габриэля Жоган-Пажеса, которому он даже во внешнем облике старался подражать. Подробности в серии роликов «Французский пациент» на нашем канале. И вот что наш псевдо-Емельян пишет в этой своей псевдо-библии. В главе 1, речь о книге «Бытие», рассказывается, что человек явился на свет как венец творения мира, как завершение его, после растений и животных. А во 2 главе рассказывается о том, что Бог сначала создал человека, а потом уже все остальное. Знакомые слова, да? Где-то мы такое слышали. Так это вот в комментариях наших зрителей. И про два разных мифа это тоже из той же самой методички. Значит, к нашему глубокому сожалению, с Нобелевской премией оказался облом. Это оказалось не открытие, а всего лишь списано из методички воинствующего товарища Губельмана. Вообще, если читать внимательно, как советует комментатор, несложно заметить, что многие аргументы, которыми оперирует нынешний атеист, берут начало из той самой ветхой методички и, соответственно, отстают от современного уровня научных знаний лет на 100 минимум. Эта методичка издана 100 лет назад, но ведь ее автор получал образование еще в 19 веке и, соответственно, оперирует в своей книге информацией того периода. То есть правильнее, наверное, говорить об отставании примерно в 1,5 столетия. Во времена, когда врачи смеялись над предложением помыть руки перед операцией. Кстати, о врачах. Врач Кремлевской больницы, наблюдавший за протеканием болезни товарища Ярославского, а Емельян ведь входил в
партноменклатуру и лечили его по первому разряду. Так вот, врач вспоминал, что его пациент в последние дни своей жизни страдал манией преследования и, как и подобает настоящему атеисту, просил медперсонал укрыть его от сатаны, который грозится забрать его душу к себе в ад. Ну, бог с ним, с Емельяном. Фигура крайне несимпатичная. А у нас тема другая. Что насчет противоречий? Если бегло пролистать первые 2 главы книги «Бытие», невнимательно, как говорит автор комментария, то как бы да, противоречия. Зачем авторы книги «Бытие» приводят 2 разные версии сотворения мира? И почему последующие редакторы этого не заметили и не изъяли лишнее? Что сложного-то? Оставили бы только одну версию, и претензий бы ни у кого не было. Зачем заранее создавать повод для будущих опровергателей? На самом деле, зачем? Может, там как в том анекдоте получилось, когда Брежнев отчитывает своего референта. «Я ж тебе заказывал речь минут на 15, а пришлось целый час зачитывать». А референт отвечает: «Леонид Ильич, так там и было на 15 минут. Просто я в 4 экземплярах распечатал». Думаете, здесь тоже по ошибке неправильный черновик в книгу подверстали? Но давайте вот чисто ради эксперимента попробуем хотя бы раз не считать авторов Библии такими дятлами. Как наш великий баснописец сказал: чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться? В конце концов, те люди, они ведь Библию написали, которую 3000 лет читают и каждый раз находят там что-то новое. А мы, которые беремся их критиковать, мы-то что полезного сделали? Кроме того, что загадили весь мир, а теперь балансируем на грани катастрофы. И после этого кажемся себе такими умниками по сравнению с прежними поколениями. Давайте попробуем хотя бы раз исходить из того, что, не были они ни растяпами, ни идиотами. Вот просто в качестве примера. В начале 20 века считалось хорошим тоном насмехаться над библейским рассказом о сотворении мира. В одном из выпусков мы с вами видели, как глумился по этому поводу тот же Емельян в своей методичке. И что? Не прошло и 50 лет, как ученые вынуждены были признать, что зря насмехались-то. Оказывается, алгоритм этапов эволюции, описанный в 1 главе Библии, точно, вплоть до деталей соответствует данным современной науки. Не дураки, значит, Библию писали. Видимо, знали они что-то такое, до чего наука доросла только совсем недавно. Уже после того, как товарища Ярославского замуровали в Кремлевскую стену. Так может, и со 2 главой не все так однозначно? Может быть, это не просто неудачный черновик? Может быть, автор в этой главе пытается сообщить нам нечто важное? Прежде чем мы начнем с этим разбираться, небольшое техническое уточнение. Когда мы говорим о главах книги «Бытие», нужно понимать, что в оригинальном тексте никаких глав не было. Ни глав, ни нумерованных стихов. Это был один сплошной текст. Видимо, в те времена люди придавали большее значение содержанию, а не форме, чему бы нам следовало у них поучиться. Но это было неудобно, когда требовалось дать ссылку собеседнику на то или иное место в тексте. Да и самому 2 раз нужное место отыскать затруднительно. И вот в начале 13 века английский священник Стефан Лэнгтон, преподававший в Парижском университете, предпринял колоссальный труд и разбил текст Библии на главы. То есть он создал первый поисковик по тексту. Пронумеровать стихи предложил еще почти через 3 столетия Робер Этьен, подготавливая к печати Женевское издание греческого и латинского Нового Завета 1551 года. То есть разбивка на главы и стихи – вещь достаточно условная, техническая. Ее не следует абсолютизировать. Исследуя тексты, лучше следовать совету Иисуса из Галилеи. Не по букве или цифре, а по духу, то есть исходя из содержания, а не формы. И это, собственно, к чему? Дело в том, что разделение между 1 и 2 главами книги «Бытие», которое имеет место во всех нынешних изданиях, сделано не совсем верно. Есть версии, почему Стефан Лэнгтон сделал именно так, мы сейчас не будем на них останавливаться. Я просто хочу обратить ваше внимание на то, что первые 3 стиха 2 главы на самом деле являются завершением рассказа, который приведен в 1 главе. Если вы помните, 1 глава называется по-гречески «гексамерон», то есть 6 дней. Там действительно говорится только про 6 дней творения. Но это ведь не полная неделя. 7-й день, наиболее важный с точки зрения религии, день Шаббат, который обычай предписывал посвящать исключительно Богу, стараниями профессора Лэнгтона переполз в начало 2 главы, что нарушает
логику. Да и начальная фраза 2 главы «Так совершены небо и земля и все воинство их». Под воинством имеется в виду небесное светило. По идее, подводит итог тому, о чем говорилось в 1 главе. То есть первые 3 стиха 2 главы – это все еще продолжение 1. И называть 1 главу было бы логичнее не гексамерон, а гептамерон, то есть не 6 днев, а 7 днев. А 2 главу следует начинать со слов «Вот происхождение неба и земли при сотворении их». Ну и дальше следует, собственно, рассказ, как это происходило. Кроме того, во 2 главе есть несколько стихов про Эдемский сад и про историю, которая там случилась. Эту информацию следовало бы отнести уже к 3 главе, где как раз основная часть этой истории. Поскольку к сотворению мира этот рассказ отношения не имеет, мы его сегодня касаться не будем. Это отдельная тема. В общем, если все, относящееся к предшествующей и последующей главам, отсюда изъять, останется довольно небольшой фрагмент, суть которого действительно сводится к тому, что Бог создает человека, потом место, куда он помещает человека, потом растения для питания человека и животных в качестве помощников человеку. Вот об этом, собственно, и идет речь, когда говорят о противоречии с 1 главой. В 1 главе нам рассказывают, как постепенно, этап за этапом, материя эволюционировала от неживого состояния к живому и далее к разумному. Как на безжизненном минеральном субстрате появилась сначала трава, потом деревья, потом рыбы, земноводные, птицы, травоядные и хищники. И, наконец, человек. Сегодня и наука утверждает на основании своих методов, раскопок, наблюдений, экспериментов, что именно так все и было. Именно таковы были этапы эволюции нашего мира, в точности, как они перечислены в Библии. Но заметьте, 1 глава рассказывает, как это происходило, но она не объясняет, для чего. Кстати, наука на этот вопрос тоже не отвечает. Как говорят сами ученые, к их компетенции этот вопрос не относится, им за это не платят. Но вопрос-то остается. Этот вопрос люди задают, начиная чуть ли не с первобытных времен. Действительно, для чего понадобилось в течение миллиардов лет карабкаться по крутой лестнице эволюции, преодолевая каждый раз все более сложные, порой драматичные ее этапы? Какова цель? Неужели весь этот грандиозный механизм крутится в холостую, просто так, без всякой цели? Неужели все это совокупность нелепых случайностей, как утверждают атеисты? Если отключить мозг, можно, конечно, и таким тривиальным ответом удовлетвориться, и на этом успокоиться. Или еще проще сказать: а, не знаю я, может и есть цель, а может и нету, и назваться агностиком, что в переводе с древнегреческого означает невежда. Однако, если мозг не отключен, он требует нормального ответа. Ничто в мире не происходит просто так. За просто так ни одна травинка не шелохнется, ни одна песчинка на морском дне не перекатится. Любое событие – это результат действия каких-то законов. И Вселенная не за просто так эволюционировала, а все это происходило с какой-то целью, для чего-то. Вот на этот вопрос «для чего?» отвечает как раз 2 глава, в фокусе которой возникновение человека. Здесь мы узнаем, что именно человек был целью развития материальной вселенной. Именно для этого, как там написано, Бог создал землю и небо. Именно для человека насадил Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. А в качестве помощников для человека Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку. Все ради человека. Прямо как в программе КПСС 1961 года. Все во имя человека, все для блага человека. То есть цель была создать человека. Предположим, но если Богу по какой-то причине понадобился человек, так и создал бы одного человека, да и все. Зачем было громоздить ради этого целую вселенную и тратить миллиарды лет? Зачем такие сложности? Ну, так только дилетант может рассуждать. А давайте опять же включим мозг. Ну, создали вы человека, допустим. А где, извините, этот человек будет жить? В пустом пространстве, в космосе? Нехорошо. Нужно дать ему какую-то почву под ногами, какую-то опору, какую-то площадку для жизни. Значит, что? Значит, нужна Земля. Я сейчас не с точки зрения физики или космологии, а с точки зрения обычной логики, с точки зрения здравого смысла. А где взять в пустом пространстве Землю? Нужно, значит, создавать планету. Ну, предположим, создали вы планету, сплошь из твердого вещества, наподобие Луны.
Но на Луне, заметь, людей нет. Человек там жить не может. Одной земли, стало быть, маловато будет. Нужна еще вода. Человеку нужно пить, мыться и все такое. Да и вообще, жизнь-то именно в воде зародилась. В 1 главе об этом вполне конкретно сказано. «Да произведет вода пресмыкающихся душу живую». Значит, на планете должна быть вода. Реки, моря, океаны. То есть должны быть и суша, и море. Хорошо. А дышать наш человек чем будет? Теми ядовитыми газами, которые вырываются из-под земли. Пара вдохов, и мы его теряем. Значит, нужна атмосфера, пригодная для дыхания. А такую атмосферу могут создать только растения. Значит, придется создавать растения. Они же нужны и в качестве пищи, и в качестве материала для строительства жилища, да и много еще для чего. Видите, нужен был только сам человек, зачем еще растения? А без них никак. Если хочешь, чтобы был человек, придется создавать и растения. Но растениям, чтобы вырабатывать кислород, нужен свет. Фотосинтез, извините, в потемках не работает. Значит, должны быть источники света. Звезды, светило, солнце нужно. Далее. Человеку для познания требуется развивать мозг. А это очень энергоемкая штука. Одной растительной пищей его не прокормишь. Мозгу аминокислоты подавай, белки. Опять же, человеку требуется тягловая сила, чтобы землю пахать, в качестве транспорта, для перевозки грузов, чтобы ирригационные колеса крутить наконец. Как говорится во 2 главе, человеку требуется помощники. Значит, нужно создавать еще и животных. Вот оно как. Нужен был всего-навсего человек, а пришлось ради этого создавать целую вселенную. И никуда не денешься. Надо, значит, надо. Любой из этих элементов убери, и вся система развалится, не будет работать. Собственно, вот эту мысль и пытался нам донести автор книги «Бытие» во 2 главе. Там действительно другая последовательность описана, обратная схеме эволюции из 1 главы. Начинается все с человека, а дальше подтягиваются все прочие необходимые элементы творения и объясняется, для чего они нужны. А нужны они именно для того, чтобы обеспечить существование человека. Так-то и без них вполне можно было бы обойтись. Но для существования человека они необходимы. Как видите, во 2 главе содержится весьма важная и ни разу не тривиальная информация, объясняющая причину и цель эволюции, о которой идет речь в 1 главе. То есть 2 глава отвечает на вопрос «для чего?». Это настолько неординарная мысль, что наука до нее додумалась совсем недавно, только в последней четверти прошлого века. А нам сообщает об этом автор, живший 3,5 тысячелетия назад, в 15 веке до нашей эры. Он пытается открыть нам одну из самых главных тайн бытия. А мы что делаем? А то же, что и всегда. Тупим, ржем и пытаемся поймать его то ли на несуществующем противоречии, то ли на идиотизме. Просто взгляните на эту картину со стороны и признайте себе, чье поведение выглядит более неадекватным. Кстати, содержание 2 главы книги «Бытие», точнее представленная выше расшифровка ее содержания, подтвердила и современная наука. На языке науки вот все, о чем мы сейчас с вами говорили, называется антропным принципом. Суть антропного принципа в том, что весь механизм Вселенной, все ее основные параметры, все так называемые физические константы, будто бы специально настроены таким образом, чтобы направить происходящие во Вселенной процессы на создание разумного существа. Наблюдая разные явления, анализируя факты и законы, управляющие нашим миром, ученые разных специальностей, каждый в своей сфере, заметили, что все процессы во Вселенной происходит не просто так, никуда заблагорассудится, а во вполне конкретном и строго определенном направлении. А именно все эти процессы так организованы и так сориентированы, чтобы привести к появлению человека. Ну или, если говорить шире, к появлению разумного существа. Кстати, первым это заметил в 1955 году советский астрофизик, доктор физико-математических наук Абрам Леонидович Зельманов. Пару лет спустя о наличии этого явления заявил другой астрофизик, доктор наук, профессор Григорий Моисеевич Идлис, в докладе на Всесоюзной конференции по проблемам межгалактической астрономии и космологии в 1957 году. Заметьте, оба они были советские ученые, по определению материалисты. Других тогда не держали.
И только 4 года спустя, в 1961 году, ту же мысль опубликовал американский физик Роберт Дикке. Правда, это были только первые прозрения, первые намеки на некую закономерность. В окончательном виде эта идея была сформулирована в 1973 году австралийским физиком Брэндоном Картером. Он и предложил назвать это явление антропным принципом, от греческого слова «антропос» – «человек». А первая научная монография по антропному принципу была опубликована в США в 1986 году. В те же годы у нас начались исследования текстов Откровения, результатом которых стала реконструкция кода Откровения. Более подробно об антропном принципе можно прочитать в книге «Протоколы небес». Там этой теме посвящена отдельная глава. За истекшие 50 лет доказательная база регулярно пополнялась новыми фактами и аргументами, подтвердившими антропный принцип. Игнорировать это явление уже никому не удается, не говоря уже о том, чтобы его отрицать. Даже материалистам пришлось признать этот факт. Предметом обсуждения остается только причина, по которой Вселенная имеет именно такие константы, а не какие-то другие. Но если на антропный принцип наложить содержание 2 главы книги «Бытие», то все встанет на свои места. Ну и наверняка у вас возник вопрос, а зачем все-таки понадобилось создавать человека? Почему человеку придается такое большое значение, что ради этого двуногого без перьев, как его определил Платон, пришлось громоздить целую вселенную? Это, правда, уже выходит за пределы 2 главы книги «Бытие», но, наверное, нужно об этом сказать. Иначе вопрос как бы повисает в воздухе. Тем более, что код Откровения позволяет это сделать. Давайте вернемся к самому моменту рождения Вселенной. Напомню, что импульс к ее возникновению исходил из нематериального мира, а основная роль в этом принадлежала информации. Механизм этого процесса более подробно описан в книгах «Седьмое доказательство» и «Протоколы небес». Если очень коротко, информация, являющаяся величиной обратной энтропии, в соответствии с формулой Брюлюэна создает энергию, которая, в свою очередь, приводит к возникновению материальных частиц, того материала, из которого состоит Вселенная. Проще говоря, материя – это производная от информации. Конечно, оперировать физическими законами и анализировать формулы, сидя за письменным столом – это одно. На самом деле все происходило весьма драматично, подобно ядерной цепной реакции. Стоило только первому траншу информации преобразоваться в энергию, как процесс уже было не остановить. И в ничтожный, даже по нашим меркам ничтожный, промежуток времени он сдетонировал самую грандиозную вспышку в истории, с которой, собственно, и началась Вселенная. В результате нематериальные сущности в виде единиц информации, втянутые в этот водоворот, оказались как бы заперты внутри материи, как бы растворены в ней. А как их теперь оттуда вызволить? Как их высвободить из этой темницы, из этой несвободы? Говорят, один выход есть всегда. Он там же, где вход. Ну а почему нет? Логично предположить, что освободить нематериальные сущности из темницы материи можно способом обратным тому, каким они туда попали. Если материя возникла в результате преобразования информации, значит, теперь нужно извлечь информацию из материи. Вот такой метод. Вопрос только в том, как это реализовать на практике, с использованием того, что имеется под рукой, то есть в материальной вселенной. Представьте себе эпоху, когда еще не было жизни, а были одни минералы – камни, вода, газы. Можно ли при помощи этих веществ извлечь из них самих какую-то информацию? Очевидно, нет. Впрочем, и растения на это не способны, да и животные. Они не обладают такой способностью. Только существо, наделенное разумом. В нашем случае человек. Он ведь не зря называется Homo sapiens – человек разумный. Разум – его главная отличительная черта, главная характеристика. Поэтому эту характеристику и включили в научное обозначение нашего вида. По сути, человек – это аппарат для извлечения информации из материи, из материальных объектов. Человек исследует материальные объекты, как макрообъекты, такие как планеты и звезды, так и элементарные частицы, и извлекает из них информацию, внутреннюю сущность в виде свойств, законов, строения, характеристик и тому подобное. Это называется познанием. Иными словами, человек при помощи разума совершает действие, обратное тому, которое вовлекло нематериальные сущности вглубь материи. После извлечения, выделения их из материи, нематериальные сущности обретают самостоятельное существование и получают возможность вернуться в свою естественную среду, в нематериальный мир.
Заметьте, человек – единственное материальное существо, из тех, которых мы сегодня знаем, способное совершать такую работу. Именно этим обусловлена его уникальность и ценность. Это как единственная фляжка воды в пустыне или единственный коробок спичек в тундре. Потеряешь – и смерть. Значит, чтобы обеспечить протекание этого процесса, возвращение в духовный мир, куда следует направлять развитие Вселенной? В каком направлении? Видимо, в направлении создания человека. Предвидя комментарий, подчеркну специально. Под человеком здесь имеется в виду любое существо, обладающее разумом. Это может быть не обязательно человек, обитатель Земли. Главное, чтобы это существо было способно эффективно извлекать нематериальные сущности из материи. Но поскольку пока что мы не обнаружили других подобных существ, мы имеем дело только с одним таким существом, с человеком. Это не какой-то человеческий шовинизм, это просто констатация факта. Мы не исключаем возможности существования других разумных существ где-то во Вселенной. Ни их наличие, ни отсутствие дело не меняют. Алгоритм остается тем же. Поэтому давайте пока использовать термин «человек», подразумевая под этим термином любые разумные существа. Таким образом, эволюция материального мира происходит не как попало, а во вполне определенном направлении, предусматривающем появление разумного существа, человека. Это с точки зрения материального мира. Но в отношении духовного мира человек не цель, а средство. Средство высвобождения духовных сущностей из материальных объектов. Вот эту мысль и призвана донести до читателя 2 глава книги «Бытие». Она вовсе не противоречит 1 главе, а наоборот дополняет и поясняет то, о чем говорится в 1. Поэтому 2 глава тут совсем не лишняя, и она не случайно туда попала. Она там не потому, что кто-то забыл ее удалить. Просто у 2 главы другая цель и другая задача, не менее важная, чем у 1. Вы можете, конечно, иметь собственное мнение по затронутым здесь вопросам. И не только иметь, вы можете выразить его в комментариях. И согласие, и несогласие – это площадка для свободного обмена мнениями. Кстати, не забудьте подписаться, потому что существует несколько каналов с таким названием, как русскоязычных, так и иностранных. И чтобы не запутаться и найти в следующий раз именно наш канал, лучше на него прямо сейчас подписаться. Вы можете также поддержать нас своими лайками или дизлайками. Благодаря этому наш канал сможет увидеть больше зрителей. А если желаете смотреть наши ролики в эксклюзивном порядке, раньше, чем они появляются здесь, можете оформить подписку на Boosty. Ссылка есть в описании. В общем, оставайтесь с нами. А я не прощаюсь. Увидимся.